Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Я сегодня начинаю новый вязовлог. Да, сегодня понедельник, и хочу продолжить заказ, продолжение предыдущего вязовлога. Кто не видел предыдущий вязовлог, я оставлю вам ссылочку. Там я снимала влог за 2 недели. Там есть в одном видео 2 больших заказа. Ну, второй заказ я сейчас продолжаю, но тоже будет интересно посмотреть. Там много вязаных игрушек, много готовых работ. Вот. Мне как раз таки в понедельник привезли, ну вот сегодня до съемки мне привезли мой заказ. Я заказала несколько оттенков плюшевой пряжи. Покажу просто несколько моточков, чтобы прям весь стол не загораживать пряжей. Каких оттенков я еще не покупала. Это красный, в основном здесь Воланс, и может быть несколько моточков будет Гималая. Гималая Dolphin Baby. Вот. Воланс красненький, такой интересный оттенок. На камеру он передает с отливом розового, но на самом деле он такой ближе к персиковому оттенку. Это номер у нас 21. Красивый оттенок, очень хочу попробовать что-нибудь связать из него. Заказала вот как раз таки Dolphin Baby кремовый оттенок, у меня в основном белого. Заказала еще таких вот более натуральных оттенков для котиков, если вдруг будут заказывать, например, и они у меня уже как раз таки будут в наличии. И заказала упаковку белого Воланса за 827 рублей, 5 моточков. Заказала на Валбересе. Вот артикул, если кому нужен. Там много сейчас оттенков и по хорошей цене. И как раз таки еще заказала 3 моточка на пробу. И это у меня вот такие вот моточки. Я заказала 3 оттенка. Серенький, кремовый и такой вот красивый розовый оттенок. Это Гималай Ультра Кашемир. Здесь состав 75% акрила и 25% альпака. И получается 50 грамм на 175 метров. Ниточка вроде смотрится тоненькая, но я вяжу крючком 2,25, то есть свободно, нормально, без каких-то дырок вязания. В общем, в полотне игрушек дырочек нету. Я, конечно же, не смогла удержаться. Эта пряжа для меня новая. Мне как раз-таки хотелось попробовать что-то новенькое, что-нибудь такое пушистенькое. Зима скоро, вроде хочется немного такого уюта. И заказала такую пушистую пряжу. И я вам сейчас покажу, что я успела связать. Я буквально выделила 1 часик, там часик 20 минут, чтобы испробовать эту пряжу. И посмотрите, кого я вяжу. Это получается зайка. Конечно, игрушка получается размером меньше, чем вязать, например, из ярна джинсы. Это схемка на малыше, игрушки по одной схеме. Взяла зайчика, как раз таки розовый оттенок, и вроде как следующий год зайчика, и чтобы была игрушка в наличии. Вот. Немножко получается меньше, но не настолько прям маленькая игрушка. Хотя ниточка тоньше, хотя крючок вроде как и 2,25, но все же. И немножко я успела начесать эту игрушку. Я буквально липучкой прошлась по полотну. И посмотрите, какая, не видно, да, как шерсть выделяется. Фокус не хочет ловить. В общем, ну вот так вот, если издалека присматриваться, то видите, какой ворсинистый зайчик получается. Конечно, хочу довязать, но здесь у этого зайчика я буду менять туловище и ножки. Я возьму с другого мастер-класса, со своих мишек, и соединю голову и туловище с другого мастер-класса. Конечно же, покажу, что получится. Мне самой очень интересно и хочется посмотреть этот вариант. В общем, пряжа мне очень сильно понравилась. За этот моточек я отдала 100 рублей. Я заказывала у себя в магазине. Магазин-склад в Краснодаре, получается. Я не знаю, ссылку оставлять вам, не оставлять, потому что это, ну,
можно в интернете, в принципе, в любом магазине купить, а для Краснодара здесь рядышком, и заказала в течение 3 дней, мне привезли там от 1500, доставка бесплатная. Вот. Так, на этом у меня пока все. Котики, я вам хочу показать котиков. Кто смотрел мой предыдущий вязовлог, я на тот момент, по-моему, на прошлый вязовлог я сняла 17 котиков, по-моему, я показывала. Сейчас я добавила 2 котика таких расцветок. Это получается 19. Вот. И 5 котиков радужных связала уже. Так, вот это уже 24. И связала вот таких вот 2 котика. Одного успела уже оформить. Такой более бледные оттенки, чем у радужного. Вот, мне осталось довязать буквально 3 котика. Я их уже начала вязать, мордочки вывязала всем 3. Сегодня их постараюсь оформить. Отправлю фотографии заказчицы, и потом останется мне оформить все мордочки, сделать утяжечки, и все, и заказ будет уже 100% выполнен. И у меня точнее хорошая новость. Наконец-то моя заказчица объявилась, которая с ярмарки мастеров. Я после этого заказа продолжаю вязать своих игрушек малышей по одной схемке. Там тоже нужно будет связать 17 игрушек, и часть забирается из наличия и улетает в Питер. Вот, я когда буду вязать, конечно же, вам покажу и расскажу, какие игрушки будут в заказе. Так что на сегодня у меня все. Я буду дальше довязывать котиков, и встретимся уже с вами завтра. Пока! Решила немножко снять кусочек своего рабочего процесса. Я оформляю котиков, наконец-то. Сейчас 4 утра 30 минут. И у меня вот такой вот масштаб. Здесь еще лежат, которые не оформленные. Здесь уже оформляю. Всем доброе утро! У меня все 29 котиков готовы. Потихонечку буду собирать их на отправку, и решила показать вам в таком быстром формате, как они выглядят. Сейчас я их еще разложу и покажу их сверху полностью, как идет расцветка ихняя. Вот так вот у меня обычный киевский стол, и получается все котики практически заполнили его. Здесь вот такие вот оттенки. И радужные. Радужные самые прикольные, яркие. И мне еще очень серенькие понравились. Мордочка у них пухляшная получается. Вот, целая банда. Сейчас буду оформлять, взвешивать. Мне интересно, какой вес этой посылки, потому что игрушек здесь много, и вес такой приличный. Вот. Хочу заодно тогда сразу показать процесс зайки. Я довязала второе ушко и уже связала туловище. Туловище сделала маленькое, чтобы смотрелось более милее. И сейчас я остановилась на форме ножек. Не знаю, какие сделать. В общем, хочу что-нибудь такое необычное. Вот так вот. Так что пойду дальше оформлять. И, наверное, подключусь чуть-чуть попозже. У меня тут экстренное подключение. Тут бардак. Собираюсь на почту. И доделала держатель для коляски, либо для кроватки в виде китенка. Китенок у меня уже связан очень-очень давно. У меня были другие, конечно, на него планы. Но если надо быстро, то пришлось сделать просто обычный модуль. Летучий китенок. Всем привет! Сегодня новое подключение. Я вчера отправила посылку с котятами и вечером немножко продвинула процесс по пушистику зайки. Но мой процесс продвинутый, который мне не очень понравился. Я сейчас на этапе вязания ножек.
Я сначала связала обычную ножку, мне не понравилось, я ее выкинула, хотела, потом уже поняла, что она была вам показать, но уже не стала рыться в мусорке и решила просто перевязать. Связала вот такую вот лапку, но она немножко длинная для этого зайки. Наверное, нужно просто сделать вот эту часть коротенькую, а вот эту ставить такого же размера. Потому что вроде как вот так вот, если смотреть, выглядит так забавно, прикольно, но когда ты смотришь сбоку, это как-то смотрится нелепо. То есть на кузнечика похоже. Лапка кузнечика. Поэтому мне нужно просто переделать и сделать ее поменьше. И сделать немного здесь ее более фактурную и округлить. В общем, вот такой вот у меня процесс продвижения по зайке. Немножечко прям, ну я сильно особо не тороплюсь этого зайку связать, просто по мере возможности продвигаю между заказами. Дальше у меня связались два мишки к заказу. Вот, мальчик и девочка. Некоторых игрушек нужно связать по 2 штучки, а некоторых по одной. Я связала мишку мальчика и мишку девочки. Здесь рост у них 13 сантиметров, пряжа полностью ярн-арт джинс. Мастер-класс на этих мишек также есть, описание. Я вам оставлю ссылочку. Вы можете тоже пройти и повязать таких маленьких малышей. У меня они на ярмарке, на моей ярмарке покупаются хорошо. Я знаю, что сейчас девочки очень активно вяжут игрушки из плюша, так как быстрее и цена немножко другая, но все же я тот человек, который больше любит игрушки из полухлопка. Плюш, конечно же, мне понравился, я в удовольствие связала котика для заказ, но полухлопок это прям мое сердечко, так сказать. Вот, в общем, мишки полностью из ярн-арт джинс, еще раз повторюсь. Хвостики связаны, их надо просто пришить. Не хватило немножко времени, меня отвлекли. Глазки здесь номер 6. И такая вот расцветочка в полосочку свитерочки. Розовый свитерок, и к розовому свитерочку сделала желтенький шарфик, чтобы игрушка была более яркая. Просили яркие игрушки сделать. А здесь у нас получается свитерок очень яркий. Шарфик я сделала тоже к оттенку, но немного бледный, чтобы все гармонично смотрелось. Вот. Сейчас я буду начинать вязать новые игрушки. Здесь вы можете увидеть и цену, и сам состав игрушек. Цена здесь не особо дорогая, так как игрушки в заказ идут, ну, большой заказ, и я сделала скидочку на каждую игрушку, как минимум 50 рублей сняла. Поэтому, если поштучно, пишите, уточняйте стоимость, можно ВКонтакте. А если, например, там больше 10 штучек, то цена будет актуальна для оптовиков. В общем, вот. А также здесь и на моих зайчиков и фруктиков, то из наличия забрали 4 штучки, сразу я дала по 800 рублей. Потому что писала, если берете 3 игрушки в одни руки, то я дам за 800 рублей, так как это игрушки из мастер-класса и в наличии. Вот, и был Лёва тоже из наличия 550 рублей. В принципе, все игрушки примерно от 500-700. 700, здесь самые дорогие, это единорожки. Но здесь понятно, здесь грива идет пушистая, поэтому расход пряжи на нее уходит больше, чем на остальных. Вот. Здесь, конечно, не весь состав заказали, которые игрушки у меня есть, но все же. Вот. Мне нужно связать оленят. Оленята будут у меня новые в коллекции, и ежик. Надо будет подумать тоже над ежиком. Из моих нужно связать единорожку 2 мишки я уже связала, 2 собачки и 2 зайки. Ну, в принципе, 3 дня, 4 дня делов, и я уже свяжу заказ и отправлю в Питер. Они уезжают у меня в Питер. Вот. Буду начинать вязать, наверное, которых уже мастер-класс есть, чтобы сильно не зацикливаться и не терять времени на составление мастер-класса и думать в основном оформление, потому что мастер-класс у всех одинаковый. Я, наверное, свяжу
наверное, собачек начну вязать. Я вязала один раз, но мастер-класс записан, свяжу собачки. Зайчики быстро свяжутся, так как они уже много раз вязаны. И они будут потом. А потом уже единорожки. И все. В общем, пойду вязать. Подключилась показать вам готовые результаты. Поделиться с результатами и посмотреть цены. Потому что я знаю, многие спрашивают, многие смотрят. Монтируют, мониторят, кто за сколько продается. Как бы я не скрываю, цены у меня и в ярмарке мастеров все есть, можно пройти посмотреть и заказать. Если интересно, я, конечно же, отвечаю на вопросы, спрашивают, какие цены. Мне несложно ответить, но это, смотрите, это мои цены, это... У каждого цена может быть разная. Я видела, что мои игрушки продают и по 800-1000 рублей, вот таких вот малышей. Но здесь уже зависит от города. То есть у нас в Краснодарском крае немножко это все подешевле. Так что вот так вот. Пойду дальше вязать. И, наверное, встретимся уже с вами в следующем подключении. Привет! Гуляем на прогулке, вышли по Краснодару. Дети там весятся. У нас отличная погода, очень свежо, очень тепло. Хочу дойти до галереи торгового центра, зайти в магазин пряжи Леонардо, посмотреть что-нибудь, новиночку, ну вообще что-нибудь посмотреть, может что-нибудь приглянется, хотя пряжи много закупила, ну может быть что-нибудь посмотрю, что-нибудь понравится. У нас очень и очень тепло в Краснодаре. Не знаю, сколько градусов, не успела посмотреть. Но есть люди, одетые по-разному. Есть кто в туфельках, в босоножках, в кроссовках, в сапогах, в пальто. Ну, в общем, все по классике. Я в кроссовках, джинсах. Зимой и летом одним цветом, так сказать. Что-то совсем маловато ее стало. И цены желают лучшего. Такие красивые оттеночки. Это у нас шерсть, мохер, акрил и цена крутая. Классные оттенки вообще передаются. Но цена, конечно, очень сильно кусается. Как бы вообще в Леонардо цены дороже. Ну и здесь очень мало пряжи стало. Я прям вообще по минимуму. Все, думаю, что-нибудь связать с такой пряжей толстой, но все никак руки до нее не доходят. Кто-нибудь вязал уже с такой толстой? Всем привет! Такое небольшое подключение с рабочего стола. Я снимаю без штатива. Я приступила к вязанию после мишек к собачкам. У меня две мордочки собачек уже готовы. Осталось пришить им белые носики. Ушки уже пришиты. Я их немножко приколола иголочками, чтобы они потом в конце сильно по сторонам не торчали. Глазки у собачки я использую 0,7. Оттенки пряжи это 0,7. Такой светлого печенька, номер 71 капучино, точнее даже какао, цвет какао, это коричневый, 71, по-моему, если не изменяет память, и белый оттенок номер 62. Вот.
пока такие процессы у меня на сегодняшний день. Сегодня воскресенье, конец недели. Я решила удлинить вязовлог, чтобы было больше рабочих процессов и готовых игрушек в одном видео. Я хочу закончить заказ на малышей и уже, чтобы они больше не маячились в других видео. То есть этот заказ, чтобы быстрее отправить. А дальше пандочка у меня была большая, плюшевая, пока тоже у меня в процессе. Я изменила, точнее я убрала маленький клювик, который я связала. Он сюда немножко не подходит. Хочу сделать немножко побольше. А в принципе так я уже успела пришить капюшончик. Грудку пришила, осталось мне пришить ушки и связать клювик новый и щечки. И все, и пандочка, уточка будет готова. Это тоже будет чуть-чуть попозже, наверное, в конце недели, когда сам основной заказ я успею связать. И также по поводу зайки розового, пушистенького, он также остался в таком же состоянии. Пока к нему не притрагивалась, нету времени. Я все в раздумках по поводу ножек. Вот. Пока на этом у меня все. Я надеюсь, я сегодня свяжу собачек. И завтра вам уже успею показать новых готовых. И начну новых игрушек начну вязать. Это будет, наверное, зайчики. Вот. Потом будет следующая парочка зайчиков. Так что я, наверное, пойду. Всем приятных выходных и до связи. Всем привет! Сегодня новое подключение. Сегодня среда. Да, я вторник не снимала и практически понедельник, но я все же вязала, работала. И у меня есть показать вам готовые результаты. Я закончила двух собачек, двух маленьких щенят, так сказать. Связала их в ярких оттенках, так чтобы было и мальчику, и девочке. Вот, и получились вот такие вот у меня милые собачки. Я таких уже собачек вязала на заказ, но без свитерочков. Они были полностью из оттенка 0,7. Но здесь попросили же сделать всех ярких собачек, ярких игрушек. Рост этой игрушки у меня получается стандарт 12-13 сантиметров. Ну, от ножек до головы 13 сантиметров. Учетов всяких ушек я не измеряю. Вот. Носики я все-таки сделала кремового оттенка, хотя думала сделать белым, но посчитала, что бежевый сюда больше подойдет, чем белый оттенок. Вот. Полностью пряжа Yarn Jeans, повторюсь, кроме кремового оттенка, это Gazal Jeans 1120, глазки номер 8. Все, так они у меня готовы. А потом я планировала связать двух заек, но связался пока один. Ярко-голубенький зайчик связался у меня в темно-синем свитерочке. Вот. Здесь также глазки номер 8. Рост игрушек у всех одинаковый. 12-13 сантиметров, смотря каким вы крючком, конечно же, вяжете. Я вяжу крючком 2,25. Это фирма Clover, либо китайский номер 2. Так вот. И сейчас у меня в процессе вяжется два олененка. Я успела связать только 2 головы. Вот, отсвечивает. 2 головы, пришила мордочки, но ушки только вот связала. Успела прикрепить только иголочки. Оттенок мне этот очень нравится. Я вяжу, можно так сказать, что первый раз. У меня как бы этот оттенок есть, но лежал до подходящего момента. И как раз таки вот для оленят он очень хорошо, на мой взгляд, подходит. Это оттенок 87 Yarn Jeans. На камеру он немножко передает прям таким светлым, но он немножко такой темноватый. Как сказать, если кофе капучино, где много добавлено молока. В общем, так вот. Много-много. Вот, ну, если вот, например, если сравнить его с 0,7, то здесь более такая поджаристая печенька, да, так сказать, а здесь такая более светлая. Но оттенок тоже очень красивый, вживую смотрятся игрушки, и хочу посмотреть, как, конечно же, будет готовый результат, и как будет выглядеть оленят. Еще пока не думала над оформлением, но глазки также будет номер 8, рожки стандартные коричневые, ну и такое же тело, как и у всех моих игрушек.
В общем, пока буду думать над оформлением, не знаю, какого цвета сделать носик. В этот момент я не уточняла у заказчицы. Вроде как и красненький хочется сделать, но в то же время я хочу сделать темно-коричневого. Наверное, скорее на этом оттенке остановлюсь, потому что свитерочек будет не новогодний, а обычный какой-нибудь расцветки. Так что красный, я думаю, но сюда не очень подойдет. Но, в принципе, я, конечно, сделаю, посмотрю, как это будет выглядеть. А в конце уже решу. Так, но пока на этом у меня все. Пойду дальше вязать. Постараюсь сегодня закончить оленят. И завтра утром уже покажу вам, что у меня получилось. Вот. Надеюсь, вам мои игрушки понравились. Я буду очень рада за ваши лайки. И если есть какие-то комментарии, то тоже спрашивайте, пишите. На все мастер-классы, которые я показываю, будут все ссылочки внизу. На какие я успела, конечно же, сделать. На собачек также будет. На оленят пока еще не будет, потому что я, наверное, не успею сделать оформление. Но на собачек точно будет. Так что ладно, пойду вязать. И всем до завтра. Всем доброе утро. Сегодня раннее утро пятницы. И я решила отснять последний заключительный кусочек и подвести итоги. Хотелось на этой неделе выгрузить видео немножко пораньше, чем обычно я выгружаю в воскресенье, так как промежуток уже так большой, практически 2 недели не было никаких известий от меня на канале. Поэтому хочу вам показать 2 готовые игрушки, которые я связала. Это миленькие оленята. Связала таких вот прям не сильно в ярких, но оттеняющих оттенках свитерочках, чтобы игрушка была более яркой и не сильно прям бросалась в глаза. Но новогодние оттенки я не делала, то есть в полосочку красный с белым, либо зеленым, синим. Решила этого не делать, а просто оформила в обычные однотонные свитерочки. Вот такие вот у меня оленяшки получились. Это, получается, оленяшки у меня пойдут в коллекцию игрушки по одной схеме. Чуть позже на них также я сделаю описание. Вот. Еще плюс 2 игрушки в заказик. Так, и, конечно же, какие планы я оставила себе на этой неделе, я не выполнила. У меня еще к заказу нужно выполнить 2 игрушки единорожки и ежика. Вот, ежик тоже предстоит мне новой схемкой, игрушки по одной схемке связать. Раз заказали, то нужно и заодно делать мастер-класс. А сейчас у меня в процессе единорожка, 2 штучки. Ну, пока начала одну. А основной оттенок единорожки, такой нежно-лавандовый оттенок, это Газал Джинс. Красивый очень оттенок. Сейчас, если этикетку найду, покажу. Это номер у нас 1141. Вот он такой красивый переливается. Немножко темнее Ярнар джинсы оттенка 19, по-моему. Вот. Выбрала для гривы, для одной единорожки как раз таки хватит полмоточка. Это Crazy Yarn Jeans, по-моему, если не изменяет память. Это Alize. Но здесь я буду отматывать, потому что здесь большие промежутки одного цвета. То есть не как здесь, там, например, по 10-15 сантиметров и цвет меняется. А в Alize немножко посложнее, поэтому придется отматывать. В прошлый раз я тоже отматывала. Убрала вот эти вот темные оттенки. В этот раз тоже придется отматывать. И нашла еще, тоже у меня давно завалялся оттенок. Это Alize, тоже Cotton Gold батик. Но здесь такие фиолетовые, розовые и белые. Ну вот тоже, смотрите, 2 кудряшки связала, они одного цвета и белые. То есть тоже буду здесь отматывать и как-то соединять. Ой, вот. Так, это процесс у меня убирается. Это будет у меня процесс на выходных. Постараюсь, точнее, в пятницу и субботу связать все игрушки, чтобы в воскресенье уже отправить. И все, в принципе, все, что я хотела вам показать на этой неделе. А так я вам сейчас покажу маленькую коллекцию, которая была связана на последних 2 недель. Но этот львеночек был у меня из наличия. Так вот. Какие-то игрушки попарно, какие-то нет. А повторюсь, на все игрушки, которые есть в описании, я оставлю ссылочки под видео. Можете проходить, также собирать коллекцию, вязать.
Так, собачки у меня тоже 2. В ближайшем будущем также будут пополняться коллекции, будут новые новиночки. Сейчас нужно просто закончить заказами, и я очень надеюсь, что я смогу начать мастер-класс на Паддингтона. Не буду сильно о нем говорить, чтобы не сглазить. Очень хочу уже. Уже пряжа лежит, осталось только время найти, чтобы связать. Вот такая вот милая коллекция у меня скоро отправляется и ждет своих друзей. И все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Есть какие-то вопросы, задавайте. Буду рада почитать и ответить, если вдруг кому-то чем смогу помочь. Все. И до следующего вязовлога. Пока-пока.